Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer. Мы продолжаем играть в Mana Lords. Сегодня у нас по плану разработка каменоломней и сборка урожая рожи или ржи, как это правильно. А пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твой лайк, комментарий и подписку. Это позволяет продвигать, прошу прощения, это позволяет продвигать канал и мотивирует меня записывать новые и новые ролики. Итак, наше поселение вокруг озера. Мы построили каменоломню в прошлом выпуске. Склад, где у нас будет собираться только камень и тесанный камень. Это все не будет. Такой камень еще будет. Так, это мы все не собираем. Теперь назначаем сюда одну семью и сразу делаем апгрейд. И у нас есть мастерская каменотеса. Из необработанного камня мы делаем тесанный камень. Ставим сюда одну семью пока что. Посмотрим на выработку. Да, и у нас две каменоломни работают. Вот. Пока семей свободных нет. Что дальше? Дальше нам нужно понять, перенесут ли с основного склада камень, должны перенести дополнительный. Вот. И поставим на продажу камень. У нас есть ресурсы. Вот такой тесанный камень пойдет на продажу. Стоимость торгового пути 100. У нас есть эти деньги. 5 единиц золота за товары, плюс пошлина на ввозимые товары 10 единиц. Делаем вывоз и оставим у нас на складе 20 штук по классике. Чтобы у нас оставался всегда камень для запаса какого-то внутреннего своего. Увеличиваем скорость. Также что у нас происходит с полем? Поле под распашкой. А это поле в данный момент растет. Культура 70%. Сколько у нас здесь сейчас? 438 мер ржи. Подождем, пусть растет. План по поводу вот этого поля. Если мы его не успеем в этом году обработать и засеять, прошу прощения, кашляю, тогда мы его разделим. Пойду наберу себе чая. Вот, тогда мы его разделим пополам, и у нас будет просто два поля меньшего размера. Одно будем успевать засеивать. Люди здесь у нас есть. Как бы все ожидаемо. Дожидаемся 100%.
Что у нас по поселению? Поселение нужно продолжать развивать по уплотнению товаров. У нас есть мед. Благодаря приросту меда что у нас есть дополнительного, кроме ягод и рыбы? Давайте посмотрим фактически. Фактически у нас есть капуста, айвы, свекла и морковь, карпы, ягоды. Мед закончился, да? Или он не является прямым пищевым продуктом? Ну, я не вижу мед в списке продуктов. Мед есть в списке материалов. И он не уменьшается. Вопрос. Что с этим медом делать? Ну, я думаю, сложится, когда построим какую-нибудь кухню, узнаем. Но это говорит о том, что его напрямую просто так не кушают. Хотя, может быть, и кушают. Давайте посмотрим по рынку. У нас есть разнообразие пищи. Действительно, меда нет нигде в пище, я не вижу по домам. Товары общего назначения только топливные. Угу, значит, мед где-то будет расходоваться. В таком случае нам нужно сделать тогда упор не на мед, вот в этих хозяйствах, а на какой-нибудь ресурс, например, пищевой. Давайте сделаем огородов еще чуть-чуть больше. Здесь вот поставим дома. Или даже с этой стороны. Сколько у нас... Какой запас по еде у нас? 12 месяцев. Можем попробовать увеличить количество жилых домов. Вплоть до усадьбы, прям сразу вот так. Здесь возьмем больше захват. Смотрим, что мы здесь можем получить. Дом с хозяйством. Дом с малым хозяйством и участок без хозяйства. Вот этот. Ну. Будут жить люди, но не будет хозяйства. И можем вот на этих хозяйствах на длинных поставить огороды, а на маленьких поставить мясо. Какое-нибудь такое. Вот. И еще можем дополнительно сделать вот тут один участок. Такой, например. Здесь будет тоже огород, достаточно обширная территория. Ну, я так понимаю, у меня закончились бревна. Так, пойдет. Можно вполне себе огородики строить. Но мне надо еще деньги. Почти до яблок дошли. Нужно выдержать этот момент. Каменотесы работают. Довольно приличный прирост уже пошел. Мы продали доски, уголь, купили себе скот, и вот уже продали 250 камня. Прилично. Пожалуйста, 22 часовых камня за 110 уехали с последних операций. Посмотрим. У нас уже ноябрь, а мы все еще пашем, да? Ну, я так понимаю, если он не успеет спахать поле до конца года, то оно сбросится, и
придется вспашку делать заново. Тогда его разрежем пополам. Так, здесь у нас что? 100%. 438 единиц. 438 единиц, и все. Тогда сейчас его быстренько уберем. Так, убираем зону работы, ставим новую. Так, чтобы захватывались оба поля. Да, и здесь тогда у нас будет страдная пора, когда автоматически будут убирать поле. Мне нужно сейчас убрать. Для этого мне нужно поставить здесь какой-то приоритет, типа ранней уборки. Могу ли я это сделать? Приоритет поля средний, средний высокий. Какой-нибудь ранний сбор я могу сделать или нет? Походу нет. Здесь что происходит? Люди. Приоритеты, скот. Ну, нет, кнопки раннего сбора нет. Тогда посмотрим. Уберут сейчас, не уберут. В крайнем случае весной уберут. Прогнозируемый урожай и 276 дней осталось. То есть они уберут его после того, как будем... Налог увеличился, потому что население выросло. Да. Ну что, подождем. А здесь что? Что это такое? Снег уже лежит. Весной посмотрим. Если сбросится вот этот статус вспашки, тогда будем разделять пополам. Раз снова подвисло. Вызов диспетчера задачи ее немножко сбросил по приоритетам. Что-то там совсем ей плохо. Да, развислось, все нормально. Двигаемся дальше. У нас там по деньгам. Есть уже на яблоке? Да. Тогда ставим яблочные сады. Весной засадят, я так понимаю. И сюда груши посадим. 1000 нужна. У нас здесь появляются новые посетители, жильцы. Новые жильцы. А не торопимся. Да, у нас лес как бы вырубился уже хорошо. Людей хватает. Людей хватает. Малые хлева. Здесь мы будем огороды делать. Огороды, огороды, огороды на больших. А на малых хозяйствах будем делать какую-нибудь
мелкую производственную часть. Вот, например, малое хозяйство. Здесь можно устроить загон для скота. И здесь тоже можно загон для скота поставить. Ну, я думаю, здесь тоже. Так, а здесь уже надо огородик делать. Там достаточное расстояние. Здесь вот 100% огородик. Засадимся огородами. Закончились доски. Ждем немножко. Пять поселенцев. Это у нас по плодам. Ставим сюда еще людей. Здесь пока тишина. Теперь у нас еще 4 свободны. Можно будет их использовать с умом. Это работа. Вот, можем увеличить выработку камня. Добавить больше людей в каменоломню. Вернее, процесс обтесывания, да? Как раз сохранилось хорошо. Ну, я думаю, пора увеличить количество людей, занятых торговлей. Теперь смотрим, что у нас. Здесь еще огород нужен. Так. Теперь мы поставим вот в этом секторе хозяйства, которые будут заниматься мясом. Это будут небольшие хозяйства, прям с минимальным размером. Что не так? Так не хочешь? Прям самое минимальное количество под хозяйство расстояния ставлю. Потому что здесь будут именно мясные, а им не нужен большая площадь под огород. Тут еще пустая, да, получается? 3, 4, 5 штук. Вот так. А здесь можно огородников посадить еще. Хотя я вот думаю, а надо ли нам здесь огороды? Нет, надо. Точно надо. Еще 3, 4 огорода. С этой стороны будут еще хозяйства. Парные должны быть все. Что ему не нравится? Не хватало материалов, да? Здесь будут еще хозяйства с скотом. А вот здесь еще огороды. Так. Появится еще больше материалов. Мы построим это. Я уже спокойно рискую увеличивать количество населения, потому что у нас увеличивается количество фруктов и увеличивается количество огородов. Плюс есть деньги, можно, если что, закупиться с факторией каким-нибудь продуктом. Апрель месяц.
Давай. Да, я уже построю и дальше пойду. Нас поля интересуют. Ладно, я понял. Позднее построим или, или что? Подождем, пока ресурсов больше появится. Вот эти огороды нужно засеять. Засеивать мы их будем поочередно. Разными культурами. Да. А вот этих вот козочек, их еще надо купить. Покупать мы будем именно коз, потому что со свинины только мясо, а с коз еще будут шкуры. Нам нужны именно шкуры. Да? Что у нас здесь? Здесь у нас просто. Или... Так, эти жители у нас что? Тоже будут шкурами. Куда ты делся? А, он еще не достроился. Да, и ждем доски. Пока мы это все ждем, я пока на паузу стану. 338 единиц, да? Их надо убрать. Ждем, пока уберут. 100 дней осталось до уборки. А здесь что происходит? Происходит вспашка. Кто-то бегает по кругу. Ну что, дадим ему шанс еще побегать или... 31% вспашки? Нет, это будет все бесконечно происходить. Надо это решать кардинально. Кардинальным образом. Нарезать на меньшей части. Хотя бы вот так. М? А, и он показывает, что здесь... Ну, это текстура такая. Я думаю, если я перезайду в игру, он текстуру то поменяет. Будем рожь высаживать. Давай. По факту... По факту у поля 0% вспашки, здесь тоже 0. Ждем страдную пору, когда они начнут убирать. Хорошо, пошел процесс. Я сохранюсь, наверное, на всякий случай, чтобы не было сбоев, там еще каких-нибудь приколов. Проверим, что у нас в этом ряду. Здесь огороды, семена закуплены. Я вот по значкам вижу, здесь у нас козы закуплены, здесь еще строительство идет. Здесь у нас козы закуплены. Здесь вообще никого нет. Расходовали все доски.
Пока молчим по доскам. У нас по яблокам. Пока ничего. Пока просто засаживают. В то же время вот айвы, например, они уже выросли. Их постепенно убирают. Мед. Здесь у нас как будто бы лес закончился. Давай увеличим количество людей, пусть занимаются посадкой леса. У нас есть безработные, я думаю, их нужно распределить. Так, ну тут нечем пока подчивать народ. Подождут. Можем вот с этого поля много места, надо будет его тоже подробить на части сразу. Мы уже знаем, в чем проблема. Проблема в том, что банально не успевают обработать. Здесь мы посадим снова рожь. Делаем не факторию, а житницу поставим. В эту житницу я не буду ставить валов. Посмотрим, как будут обрабатывать люди поле вручную. Пусть этим занимутся. Так. Денежка поплыла. Доски. Досок нет, потому что нет леса. Мы уперлись в то, что мы вырубили лес. Слишком сильно отдалился. Давай вырубим пока вот этот лес. С этой стороны. А дровосеки будут рубить тогда вот здесь. Да, бегать далеко, но я думаю, они справятся. Что у нас здесь получается? Процесс идет распашки. Ну, здесь пока ничего, пока просто ждем. Строим козочек. Ну, здесь уже построены козочки. А здесь ставим огороды. Всё, пока материалов нет. Так, здесь козы закуплены. Построиться. Этим можно добавить жителей. Тоже козочек будем ставить. Нам нужно мясо и шкуры. Пока все.
Доски пилим. Процесс идет. Вот добавим людей, сентябрь, но они начнут распашку. Видите, все эти люди, чем они заняты? А, у них тут зона. Они пошли там заниматься полем. Мы будем вот этими полями заниматься с этой житницы. Сейчас перебегут. Ну, а эти люди занимаются вот на месте. На местной житнице. Ну и что мы? Мы убрали поле. Да, мы убрали. Пошли снова распахивать его. Что мы убрали? Куда? У нас вот получилась рожь, которая перерабатываться будет. Посмотрим, во что ее переработают. Так, визуально кажется, что они не убрали все поле. Но на самом деле заняты как раз прогрессом распашки. Я думаю, если я перезайду в игру, то эта текстура поменяется на актуальную. То же самое, что здесь заглючило. Что, распахали? Саживать будете? Прибывают новые семьи. Есть процесс распашки. Да? Да, пашет 7%. Эти поля пока не тронуты. А вот это у нас работает. Деньги появились. Можно груши засадить. То, процесс идет, идет. Что у нас здесь? Козочки. Будут тоже козочки. Как это унылая козочка. Их не хватает. Козочек мы закупили. Можем обратить внимание, что у нас появилась уже козлятина из тех хозяйств, которые были ранее закуплены. Мясо козлятина. Яблоки уже появились. Молоко. Продукты животноводства, так понимаю, козочки дают. Да, налог увеличен. У меня уже 1000 на счету и 116 забирают. Мне нужна 1000 вот влияния. И смогу еще соседний регион захватить. Не захватить, а типа купить авторитетом. Огородики ставим. Не забываем. Опять подвисла игра, да? Где мой диспетчер задач?
Каждый раз, когда зима приходит, у нас начинаются завесоны. Чего? Мы справимся. Строительство идет. Там мы будем закупать. Какие-то фрукты нужно здесь закупить, и овощи. Дом можно проапгрейдить уже. Да, еще одна семья. Уже полный комплект. Смотрим, что у нас наделали с рожью, которую собрали. Ее в семена, ну, вернее, эти зернышки с ков забирают. Вот такие зернышки. Они собираются. Ну, что, с поля получилось 300 зерен? Приятное количество, я скажу. Кстати, перенесли сами, без работника склада. Это как бы хорошо. Ну, давай мы тогда эти зерна разберем на муку. Я так понимаю, будет ржаная мука. Смотрим, что получается. Ее запустили, а продукты заносят или нет? Я не вижу, чтобы заносили продукты. Мы тогда поставим сюда одну семью. Наблюдаем. Но это лимиты. Тут резервы, лимиты мы не трогаем. Сами будут это делать автоматически. Вот, пошел процесс. Появилась у нас ржаная мука. Правда, на рынок таскает зерна. Кому они там нужны, вопрос. Пока он на рынок зерна таскает, мне интересно посмотреть, что там с рынком. Чем наш рынок снабжает разнообразие пищи. Ну, здесь овощи, айвы, рыба, всякие разные овощи. Товары общего назначения пока только топливо. То есть, как бы зерна на рынок таскать не надо. Что с мукой? Куда она девается? Складывается. Так, посмотрим. Нет, вот она есть в приемке. Ну, возможно, просто еще количество недостаточное. Или работник слишком занят. Теперь добавляем в печь людей. Ставим сюда топливо. И посмотрим, будет печься ржаной хлеб. Вот он уже на рынок пойдет. Из припасов испортилось. Где именно? Так, стоять.
Здесь испортилась часть припасов. 22. Чему? Что их не забирают. Давай добавим людей, чтобы они успевали забирать. Посмотрим, что у нас тут по рынку. Я думаю, нужно добавить еще людей на рынок. Вернее, не на рынок, а на склад. Будут более эффективно забирать припасы. Здесь у нас... Что у нас здесь? Морковка. Капуста. Я чередую. Около. Давай еще морковку. Здесь у нас козочки. Музычки. Так вот. И здесь пошла порча продуктов, не успевают на рынок выносить. Можем помочь немножко. Ставить вот здесь вот, например, склад. Я думаю, вот тут тоже нужен будет склад со временем. Будет как буфер служить, я думаю, люди будут в этот склад быстрее доносить что-то. Я не буду пока в эти склады людей назначать. Просто оставлю как есть сами склады и понаблюдаем. Да, ну получается, что мы как бы затариваемся потихонечку едой и топливом. Но все равно едва на год хватает. Что у нас по ресурсам? Лес. Свежий лес будет расти сегодня? Ну, выглядит как да, выглядит как засажен свежий лес. Апрель месяц. Распашка идет. Не очень активная. Вообще не идет распашка. Заняты вот этим полем. Здесь у нас что? Снова распашка. Судя по всему, убрали что-то. Здесь мы растем и засеиваемся. Распашку сделали. Есть такое подозрение, что банально не хватает людей, чтобы успеть это все обработать. Что там по печи? Скажи нам, что у тебя есть хлеб. Топливо еще не все занесли, не начали еще, так понимаю. Да. Будем наблюдать. Но я думаю, будем увеличивать количество житниц. Потому что банально не успевают обработать. Есть порядок. Жителей, вот, допустим, в этих домах еще нет, никто не приехал. Сюда тоже еще никто не приехал. Хозяйство эти еще не активное. Мало-помалу, жиденько мы работаем. Копошатся, успевают. Май, апрель, май, они до сих пор распашкой одного поля заняты. Процесс идет чуть-чуть божевее. Менее контролируемый.
9 принесли. С 11 с изготовлением хлеба. Вот, рожь засеяна и растет. Здесь только распашка. И здесь только распашка. То есть они, получается, одна жрица эффективно обрабатывает только одно поле, я так вижу. Здесь люди начали появляться. Наши склады пищевые. Каменоломни. Денежка потихонечку капает. Люди на складах более-менее справляются. 10 воды нужно, да? 10 ведер. И взять колодец, вот, например. Доступ к воде, что это? Каменный колодец. Питьевой водой обеспечивает хозяйство. Ну, давай построим каменный. Это скотный двор. Пока еще неактивный в нашем случае. Так, ну что, у нас есть 1000 репутаций. Можем попробовать взять соседний регион. Я пока на паузу поставлю. Что у нас с соседним регионом есть? Нам же нужно дополнить состояние нашего города, а не развивать как бы в параллель что-то еще. Дополнять мы можем... Что здесь есть? Соль, глина, соль, камень, грибы, да? Здесь из максимального это соль. Рыба как бы рыба, а соль, значит. Что во втором регионе, в соседнем? Много ягод, много глины, есть звери, животные. Нам на самом деле, я бы сказал, что критично. Это у нас рано или поздно закончатся инструменты в нашем городе. Мы не сможем толком ничего сделать. Поэтому нам надо искать регион, где есть железо бесконечное. Такой вообще. Давай поищем, а вдруг есть. Как будто бы нет. А ну-ка. Кто по железу? Это у нас железо. Кстати, вот железо, и здесь железо. Вот оно железо, которое бесконечное. Единственный такой, да, то есть вот такой вот чок нарисованный, который долбит его. Просто железо, нам нужен жучок. Если вот и мужчина копает, значит, типа это максимальная жила, да? Как королевская. Ну да, получается, нас интересует вот этот регион. Его и будем брать. Объявляем за 1000. Влияние 1000 отдаем. Объявляем его своим. Как только объявится, мы сюда пришлем жителей, построим здесь небольшое поселение и будем добывать металл. То есть задача какая здесь? Поставить поселение, поставить факторию, сделать пункты погрузки и перегонять металл в наше основное поселение, в первое. Но здесь у этого поселения, у нового, как бы те же потребности. Жители хотят кушать, пить,
имеют базовые потребности, поэтому развивать этот поселок нужно будет также, должен будет эффективным быть. И у нас накладываются такие проблемы, как время, если мы отпускаем в этом поселении, оно продолжает двигаться во всех остальных поселениях. Такие нюансы, которые нужно будет делать. Да. Я поверну, как нам было привычно смотреть на наш город. Вот с этой стороны. Ну и продолжим наблюдать за нашим городом. По сути, мы будем обмениваться какими-то бесконечными ресурсами. Будет очень выгодно это делать, если мы, допустим, камень будем отправлять в тот город, а оттуда будем железо забирать. Пожалуйста, вертец уже наш. Пока он там стоит, вертец. Нам нужно понять. Сразу можно вот здесь вот построить пункты погрузки. Погрузки. Раз, два. Давай пока два. Хватит. Здесь сразу заказываем вала. Вернее, это не вол, это мул. Мул. Мул это другое. И ставим человека, вернее, семью. В этот пункт. Здесь также, но нам надо 26 дней выдержать. Можем не ждать, можем закупить. В пункте торговли с котом. Дополнительного мула его пришлют достаточно быстро. Пока у нас август, это осень получается. То есть, если мы сейчас поселение будем во втором вертице организовывать, это будет в зиму. Ну, это как бы рискованно. Немножечко рискованно. Я бы пережил зиму. Потом бы занимался уже вторым поселением. Увеличим на огородных хозяйствах количество жителей. Здесь можно вложиться. Уже увеличим жителей сначала. Потихонечку апгрейдить дома. Прибывают семьи. Доступное жилье 18. Никого пока нет.
Сентябрь. Что у нас с полями? Поле с рожью, готовная культура почти готова, да? А здесь спахано, но не засеяно. Бывают. Тоже частично, всего понемножку. Часть спахали, теперь часть убирают. Прогресс уборки пошел. Да, вот уже хлеб у нас в процессе. И хлебом мы теперь кормимся. Ну, не только хлебом, да, еще и хлебом. Фактически у нас уже есть продукты. Топливо заканчивается. Что у нас? Есть скот. Можно назначить 2 мула. Значит, нам выгодно 4 мула держать. Вот так. Здесь вот 2. Здесь тоже назначим еще 2 мула. Они как раз придут и будут у нас мулы. Добавим людей на факторию. У нас не хватает воды. Каменный колодец поставили. Поставили. Так, а где мне взять... Где мне взять воду для увеличения качества церкви? 10 ведер воды необходимо. Я же не могу клацнуть, чтобы посмотреть, да? Где мне взять эту воду? Ну, я так понимаю, с колодца. Давай дождемся тогда досок и посмотрим, что там по воде. Ну что, у нас время эфира закончилось. Сохранюсь. Дорогой друг, я благодарен тебе за то, что ты был со мной на этом эфире. За твои лайки, комментарии и поддержку. Подписывайся и приходи на следующее видео завтра. Завтра будем продолжать играть в Manor Lords и заниматься развитием второго поселения. Нам нужна доставка металла. Пока.